Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и сейчас мне что-то захотелось ярких красок, и я планирую получить их вместе с коллекцией On Color, весенне лимитированной, в которую входит 3 глянцевых помады, 3 глянцевых лака и 2 двусторонних карандаша. Все это мы сейчас посмотрим с вами в этом ролике. Давайте начнем с лаков. Глянцевые лаки для ногтей On Color у нас представлены в 3 оттенках. Это лиловый, малиновый и пурпурный. Я вижу, что лиловый и пурпурный лаки глянцевые, а малиновый перламутровый. Лаки On Color в привычной нам упаковке. Изготовленные лаки в Люксембурге, 5 мл. Ну что, давайте посмотрим, как они будут выглядеть на ногтях. 41734, лиловый оттенок. Я вижу, что он абсолютно идентичен каталогу. На флакончике мы видим логотип On Color. И давайте рассмотрим кисточку. Она довольно широкая для такого маленького флакончика. Наносить должна хорошо. Кисточка очень удобно располагается на ногте во время нанесения. Здорово покрывает. Мне нравится качество покрытия. И я вижу, что даже в один слой лак ложится превосходно. Написано от Oriflame инструкция, что надо нанести второй слой. Но вот я вижу, что здесь он даже не требуется. И это очень здорово, потому что 5 мл в лаке это небольшой объем, и если в один слой так хорошо ложится, то лак будет экономичен. 41735, малиновый оттенок. В каталоге он не сильно отличается от двух соседей, не видно, что он перламутровый, но вы-то видите, как он сияет и переливается. Интересно, как он будет делать это на ногте. Наносится так же замечательно, как и предыдущий лак. И хочу отметить, что была коллекция раньше таких подобных экономичных лаков, и они очень сильно полосили, а эти лаки ложатся прямо идеально. Обещает, кстати, нам быстро сохнущую формулу, это тоже очень здорово. 41736, это пурпурный лак, и он абсолютно без перламутра, как и первый лиловый. Пурпурный оттенок очень красивый, знаете, такой гранатовый отлив. Для тех, кто любит темно-вишневые лаки, выглядит на ногте дорого, красиво, и не скажешь, что это экономичная серия. Для создания эффектного выигрышного маникюра лак подойдет замечательно. Давайте нанесем второй слой. 41734, лиловый. Очень крутая кисточка, широкая, наносит просто здорово. Ну, 2 слоя это уже идеальное покрытие. Просто идеальная. 41735, малиновый оттенок, тоже по-своему шикарен. 41736, пурпурный оттенок, 2 слоя, выглядит вот таким образом. Вот такие 3 оттенка новых лак On Color. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какой из оттенков вам больше всего понравился. Ну что, надеюсь, с лаком вы определились. Теперь давайте выберем одну из 3 красных помад. Это прямо 3 оттенка красного. Помада с глянцевым финишем. Заявлено, что это впервые в On Color линейке такой финиш. Обещает нам комфортную нежную текстуру, супер яркие оттенки и среднюю интенсивность покрытия. В помаде 4 грамма. Вот такой красивый колпачок, украшенный яркими губками. И также здесь есть надпись On Color и логотип On Color есть на колпачке помады. Давайте начнем с первого оттенка. Это 41731, пунцовый. Не знаю, как заявлена средняя интенсивность покрытия. По-моему, очень даже плотная, очень пигментированная и супер яркая просто. Это действительно глянцевая помада, и помада очень эффектная. Внешне, мне кажется, не отличить вот по нанесению эту помаду от какой-то люксовой или дорогой. Достаточно эффектный, вечерний макияж губ можно получить вот с такой помадой. Главное не перепутать. 3 красных оттенка. Давайте посмотрим следующие. 41732, это вишневый оттенок. Хочу отметить, что удобно скошен кончик, и помада идеально наносится даже без контура. Тот же самый глянцевый финиш мы здесь видим. Также эффектно выглядит помада. И этот оттенок, это действительно уже не просто вот
тот был красный, уходящий в алый, а этот уходящий уже в такой голливудский красный и уже ближе к вишневому. И сама помада очень комфортно наносится, прямо мягко, гладко, плотно, не полосит. Мне кажется, линеечка очень удачная для тех, кто в поисках ярко-красных оттенков. После удаления помады тинт остается, но он небольшой. Знаете, есть линейки в Oriflame, где удаляешь помаду, и она прямо вот въедается, губы ярко-розовые. А здесь очень даже так ровненько, знаете. Причем я удаляю сейчас ватным диском, а если снимать каким-то средством, то, мне кажется, даже и тинта не будет. Поэтому для тех, кто ищет яркие помады без тинта, вот это вот вариант. 41733, оттенок багряный. И, похоже, разработчикам надоели матовые помады, и мы будем наслаждаться глянцевыми, металлическими, мерцающими, ультракремовыми и, самое главное, суперкомфортными линейками в новом 2021 году. Как вам финиш линейки глянцевые? Мне кажется, что выглядит очень эффектно. И все три оттенка достойные для девчонок, которые вот разбираются вот в этих полутонах красных оттенков. Есть к чему присмотреться. Ну, теперь главное определиться, какой из трех красных оттенков вам понравился больше всего. Давайте посмотрим сводчи на руке. Три оттенка глянцевой помады On Color. В сравнении друг с другом специально показываю рядом, чтобы вы могли видеть, как они отличаются. 41731 пунцовый, 41732 вишневый, 41733 багряный. И хочу отметить, что вот эта линия проведена всего один раз. Бывает, что я провожу несколько раз, но вот в данном случае очень плотное, но при этом комфортное нанесение. Помада, кстати, приятного аромата, который у всей линейки On Color, и на губах невесомая текстура практически не чувствуется. И также в этой коллекции представлены два двойных карандаша для глаз. Позиционируются они как карандаш для дневного макияжа, я так понимаю, это тот, который у нас розовый, и карандаш для вечернего макияжа, это тот, который у нас сливовый. Второй кончик карандаша и у одного и у другого просто черный, и они абсолютно одинаковые. Давайте посмотрим, как на руке у нас нарисует черный кончик. Это хорошая линия, мягкая, достаточно плотная, без каких-то проплешин. Мне кажется, что рисовать карандаш будет хорошо для тех, кто пользуется черными карандашами для глаз. И тушеваться он тоже будет неплохо. А теперь давайте посмотрим 41729. Это розовый кончик. Хотя вот даже глядя на карандаш, знаете, такой себе розовый. Мне кажется, что он больше похож на какой-то бежево-серебристый, либо даже какое-то вот холодное шампанское, да, вот оттенок я бы назвала. Ну, да, и не такое уж оно и холодное. Знаете, вот я сейчас начертила линию на руке. Я не назову этот оттенок розовым, это какой-то золотой персик. Не знаю, вот как вы считаете, вот то, что вы видите на экране, можно ли это назвать розовым? Давайте черный второй я тестировать не буду. Отмечу только, что вот этот карандаш розовый, который бежевый, он немного крошится при нанесении, но может быть это нанесение опять же на руке. Иногда отмечается такая тенденция, что когда вот рисуешь на коже руки, она может быть немного более плотная, чем век. Вот на веке не крошится, а на руке крошится. Но это вот как у вас. У вас крошатся карандаши какие-то. Вот вы видите, что кусочек тут откололся, но вот черный рисует идеально, а светлый вот этот немного вот покрошился. Поэтому не знаю, как будет себя вести. Давайте сливовую линию нарисуем. Это как бы для вечернего макияжа. Я знаю, что это сейчас тренд, тенденция, вот такие сливовые оттенки. Я, если честно, в макияже глаз, ну, в принципе, я карандашами не пользуюсь, я весь макияж практически делаю тенями. Но те, кто любит вот такой вот темно-фиолетово-коричневый сливовый оттенок, можете обратить внимание на этот карандаш. Отмечу, что он светлый, то есть он не какой-то там насыщенно благородный, да, темный, сливовый, да, к винограду ближе, но он именно светло-фиолетовый оттенок. Вот такие два карандаша, даже вот розовый
сливы я отмечу, что сама линия, она более перламутровая, более блестящая, а сливы это просто такой вот, как будто я нарисовала карандашом своего ребенка. Он без перламутра, он выглядит, ну, тоже достаточно эффектно. Если вы любите такие цвета в макияже глаз, присмотритесь к этим карандашам, тем более цена экономичная, 1,6 грамма, и наносится действительно мягко и комфортно, и цвета насыщенные. Черный оттенок прям супер насыщенный, ну а второй кончик карандаша выбирайте уже по своим интересам. Вот такая линейка: 3 глянцевых лака, 3 глянцевых помады и 2 двойных карандаша. По-моему, есть что выбрать к весеннему макияжу. Что вам понравилось, делитесь в комментариях, подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы смотреть сводчи побыстрее прямо со съемок. И, конечно же, если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк и подписывайтесь на канал Взлет. И нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение о том, что вышло новое видео, и посмотреть новинки Oriflame вместе со мной самыми первыми. Пока-пока.